Всем привет, меня зовут Литвинов Алексей, и вы на моем YouTube-канале. У меня новый формат, как я буду записывать звук. Я надеюсь, теперь будет гораздо лучше, чем было до этого. Посмотрим, может быть, это тоже не последний этап в развитии звукозаписывающего устройства для видео. Я хотел сегодня поговорить про то, как на самом деле чувства нас обманывают. Как чувства обманывают меня и вас, и всех остальных. И почему я эту тему поднимаю? Потому что в психотерапии есть такое убеждение, что чувство – это абсолютная правда. То есть то, что я чувствую, это и есть моя правда. Изначально, если мы не очень понимаем и не замечаем, что с нами происходит, то мы верим своим мыслям. Первый слой, можно сказать. Я верю своим мыслям, вот я вот это думаю, что надо так, и я делаю так, потому что я так знаю, что так надо. Знаю. Потом на смену этому скорее приходит, я уже не просто полагаю, что должно быть так, потому что я знаю это, а потому что я так чувствую. Это уже как бы прогресс. Вот после того, как я начал в терапии заниматься, там через год-два, вот, я так очень сильно за это тоже топил. Я чувствую, что так и должно быть, значит, так и должно быть. Вот я чувствую, что вот здесь надо делать вот это. Все, я чувствую, я делаю. Но на самом деле это ведь тоже простой ответ и поиск идеала, которому можно доверять. То есть я доверяю теперь своим чувствам абсолютно, и я точно знаю, как надо, потому что я так чувствую. По сути, это более глубокие, более, как это сказать, ответы из чувств, они будут более применительны к данной ситуации, потому что когда мы действуем из ума, из знания, чистого знания, то это чаще всего не совсем применительно к данному моменту. То есть я знаю о том, что вот проект должен развиваться вот так-то, 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 но я не отталкиваюсь от того, что есть здесь сейчас, и на самом деле то, как это работает, как происходит это в данную секунду. То есть там какие-то условия могу не учесть, если я действую из чистого знания. Если я действую из чувства, то есть это уже помогает выбирать из хаоса, выбирать какие-то возможности. То, о чем я говорил в своем подкасте много раз. То есть когда я чувствую, что вот 1000 возможностей, но вот именно это и надо заниматься. И я иду за этим. И это хорошо, это приятно, это круто. На самом деле, если заметить и продлить тему о том, что чувство – это выбор, что тоже очень глубокий и сложный инсайт. На этом моменте я прошу гештальтистов не выключать видео, дослушать меня до конца. И чувство, если мы заметим, что чувство – это выбор, мы сразу же параллельно можем заметить то, что я могу чувствовать по-разному. Мои чувства могут подсказать мне разные возможности. И правда в том, что правды и правильного нет. И это именно то, что я пытаюсь сформулировать. Если я чувствую в данной ситуации, что мне нужно из 10 возможностей на проекте выбирать именно вот эту возможность, я это делаю не потому, что это действительно так, не потому, что это действительно это лучший вариант, а это потому, что я так думаю, я так чувствую, но это не значит, что это действительно на самом деле среди всех возможностей это лучшее. У меня нет более точного предсказания, чем доверять своим чувствам. Но, с другой стороны, это не гарантирует то, что это возможность, и то, что я это делаю, это правильно. То есть, если я действую из чувств, это все равно не гарантия того, что это лучшее для меня. Это что-то лучшее для меня. Потому что чувства на самом деле нас очень часто обманывают. Как это проверить? Вот если вы были на групповой терапии, то вы это могли видеть на примере того, когда человек поднимает какую-то историю. Например, у него что-то случилось в семье. Не знаю, родители поругались, он плакал, она плакала, и вот что-то произошло. И на эту историю реакция может быть абсолютно разная. То есть тот человек, который поднял это, он говорит, да, вот так вот плохо, больно, страдаю, все остальное. Кто-то другой может позлиться, а ты подумала ли о том, что у этих людей происходит? Может быть, им надо посочувствовать. Кто-то, то есть третий, начинает сочувствовать, четвертый начинает грустить. А почему я не думаю про свою жизнь? Почему я не думаю про другие вещи? И получается, что как бы ситуация одна и та же, но искренние чувства, которые рождаются у людей, разные. Соответственно, а какое из них правильное? А какое из них действительно настоящее, честное?
Да все. Ответ в том, что все. И вот можно сказать, что вот если мои границы личные нарушают, если там вот как в том же гештальте, если мои границы личные нарушаются, я должен их восстановить и сказать: нет, так не делай, так делай и все остальное. Вот со мной так вот нужно, так не нужно. И это помогает. Но верить в то, что это действительно объективно или как-то правильно, это всего лишь значит выбирать простой путь и не думать, не замечать того, что на эту же ситуацию у другого человека могла бы возникнуть другая реакция эмоциональная. И, соответственно, а действительно ли злость – это единственный выход в этой ситуации? Действительно ли радость – это единственный выход в данной ситуации? Нет. Или тревога? Действительно ли ответ на нестабильность, неопределенность окружения, тревога – это естественная реакция? Да кто сказал? У кого-то да, у кого-то, классно, столько возможностей. У кого-то злость, а почему такое происходит? У кого-то это грусть, у кого-то это одиночество, что я один проживаю. Это и все реакции аутентичные, все реакции искренние и настоящие. Но говорить, что вот я так чувствую, топить за это, верить в это всего лишь поддаваться на эту реакцию. Это всего лишь вестись на этот первоначальный эмоциональный отклик. Да, там можно покопать, посмотреть, есть еще 2, 3, 10 слой, то есть там можно 10 эмоций сразу назвать. В каждой ситуации, по сути, там можно 5-10 эмоций назвать сразу. Но если мы продолжаем их называть и продолжаем видеть с разных точек зрения, то, по сути, так ли важна каждая отдельная эмоция становится? Как можно тогда доверять чувствам, если они нас, по сути, обманывают тем, что пытаются вести себя, как будто это мы, как будто это я. То есть моя злость – это не я. Это мой выбор на самом деле. Я выбираю так действовать, потому что мне это привычно. А кто-то другой, из той же групповой, допустим, терапии, пример, кто-то другой, он мог бы отреагировать здесь радостью, а кто-то мог бы отреагировать слезами и грустью. Опять же, кто-то одиночеством, кто-то каким-то счастьем. То есть эта реакция, это не абсолютная правда. И не надо абсолютно доверять чувствам. Это всего лишь реакции. Это наши выборы, которые мы делаем бессознательно. Но если у нас появляется это осознавание, если мы начинаем замечать эмоцию как нечто, что действительно, чем реагирует мой организм, чем реагирую я, то у меня появляется выбор. А действительно ли я хочу вестись за этой эмоцией? Это не абсолютная правда, это не истина в последней инстанции, это всего лишь моя реакция. Точно такая же реакция, как и умственный ответ, как надо, как не надо, что хорошо, что плохо. Это всего лишь точно такое же, только чуть глубже, чуть более, более правдивое. Но что же тогда делать? У меня нет ответа. Да, у меня нет ответа. Не факт, что он нужен. Я не знаю. Я всего лишь делюсь с вами своим наблюдением, то, как это есть. И то, что я для себя нашел, это просто быть здесь сейчас, просто погружаться в настоящее, замечать эмоцию как не то, что я, а то, что у меня есть. Я реагирую так, но я не обязан так реагировать. Я могу реагировать по-другому. Как же тогда делать выбор? Как быть уверенным в том, что я делаю правильный выбор? Наверное, никак. Просто быть честным с собой в настоящем моменте, замечать, что со мной происходит, замечать, какая реакция возникает, какие реакции возникают, какие чувства возникают. И выбирать то, что наиболее близко мне в данную секунду. Это не значит, что если я реагирую на какую-то ситуацию постоянно злостью, что мне как-то делают неприятно, это значит, что мне нужно продолжать реагировать злостью. Но это и не значит, что мне не нужно так делать. То есть я могу продолжать, если я в этот момент честен с собой. А может, в какой-то момент я буду честен и замечу то, что а на самом деле, а зачем я сюда прихожу снова и снова, если мне приходится агрессировать? Почему я это выбираю в целом? Понимаете, когда я начинаю замечать то, что это моя реакция и это мой выбор, у меня появляется не только выбор по поводу этой конкретной ситуации, но и в целом чуть более широкий контекст. А что в целом я здесь делаю?
И почему я здесь это делаю? Это вопросы, на которые ответ вы можете дать только сами себе. И единственный ответ здесь, наверное, который я бы мог сказать, это то, что я нашел для себя, это просто возвращаться в настоящее. Возвращаться в здесь, сейчас, присутствовать, максимально погружаться в жизнь в моменте и действовать только исходя из честности с собой в этом моменте. Ну и, наверное, самое сложное — это не строить иллюзию, то, что если я как-то выбираю, даже из самых своих искренних чувств, что это лучший выбор. Нет, это просто тот выбор, который делаю я. И с этим самая большая сила — это принять его потенциальную неидеальность, его потенциальную неправильность этого выбора. Но просто как факт. Это произошло, это происходит, это должно произойти, может быть. И вот это, наверное, самое сложное здесь. И это путь к осознанности, к тому, чтобы быть более осознанным в жизни и в своих поступках. Поэтому чувства нас обманывают, но мы можем это замечать. Спасибо большое, что дослушали и досмотрели. Я надеюсь, что вы найдете на этом канале очень много для вас полезного: медитации, заметки по осознанности, также блог, который я веду, и мой подкаст. Не забывайте, что до того, как я начал YouTube-канал, у меня уже вышло больше, чем 98 выпусков подкаста. Вы можете их найти по ссылке в описании, там телеграм-группа подкаста или, например, стриминговые платформы. Оно есть практически везде, подкаст «Голосовые сообщения» вы можете найти. И оставляйте свои комментарии здесь, в телеграм-группе подкаста. Заходите, там также есть ссылочки на Patreon и PayPal. Если вы захотите меня поддержать, то я буду вам благодарен. Но сделайте это только из осознанности, только из того чувства, что для вас это важно. Тогда я буду вам благодарен. Спасибо большое, что досмотрели, и увидимся в следующих выпусках.